Когда была Первая мировая война, все мои предки находились на территории Российской империи. То, откуда, и да, это очень размыто и менее понятно. Но есть старые фотографии, написаны русскими буквами. Семья – это была мама, папа и я. Мама сказала официально, что я был слишком дорогое удовольствие. Поэтому у меня нет братьев и нет сестр. Вот так. Дом у нас был в детстве в Кливленде, да. Город Кливленд, штат Огайо, типичный американский дом. Построен до Второй мировой войны, поэтому имел вот оттенки такого дома, такого времени. Стены хорошие были. Современный дом после Второй мировой войны тыкаешь и можно, как сказать, создать дыру. Проблема в том, что яркие воспоминания отрицательные, и поэтому я в России. Это, типичная наркота, драка, криминальность. Посмотрите, не знаю, всем нравится это слово «пацана», там было очень много этой жестокости, но берите вот это, но без чести, без вот этого слова «пацана» и обязанностей, и чести, и все это, убирая все это, и вот примерно вот так. Я ввел свою кампанию террора против вот таких, которые были против меня. Я служил в Корпусе мира в США, то есть я бывший сотрудник Госдепа, опасный человек. Вот. И там у нас была подготовка к службе на 3 месяца, где был очень сильный интенсив на русский язык. В отличие от, допустим, немцев, французов или других людей мира, не было никакого другого языка в школе, поэтому было сложно. Как употреблять слово, это окончание «ся», которое бывает, нравится, меняется, вот эти слова. И было сложно, и до сих пор это сложно, вот что все глаголы в парах. И нет системы для их создания. В профессиональном плане было немножко случайно, потому что у меня диплом графического дизайнера. А я этим не занимаюсь. Поэтому мне очень сильно повезло. И благодаря очень добрым людям они дали мне шанс начинать жизнь в России. Мы делали компьютерные игры. Мы думаем, да, создавать компьютерные игры, как это круто. Но вот эти моменты решения творчества, они на 5-10%. А вопросы по поводу Microsoft Excel и какие сотрудники занимаются этим, создаем эту микрозадачу, это очень не ко мне. И вот я перешел от этого в СМИ, когда была возможность. Я очень благодарен всем, кто помог мне начать жизнь в России, в этой конторе. Без них я здесь не жил бы. Сейчас я более-менее работаю на себя, то есть я сам себе босс. Теперь я более-менее, независимый аналитик, человек в СМИ, ютубер, даже, можно сказать, блогер. Привет, друзья, и добро пожаловать на шоу самого русского американца. Проект «Самый русский американец» мы снимали и от Карелии, от границы Финляндии до Чукотки. Мы снимали, по-моему, 55 областей России. Я увидел Байкал и зимой, и летом. Сильно отличается, потому что зимой можно на квадроциклах поехать. А Чукотка, это было очень тоже круто увидеть куски Америки своими глазами. Мы едем на джипе на сафари по горам Чечни. Не думал, что когда-то такое скажу. Поехать тоже в Чечню было удивительно. Чеченцы, они больше в этом ритме, где жизнь 21 века, но немножко традиционного общества. Я знаю, что все очень хотят с иностранцами обсуждать русских женщин. Это еще такая тема, где вы хотите, чтобы мы или подтвердили этот факт, или восхитили этот факт. Это как русская душа, или медведи по улицам. Что-то вы хотите, чтобы, я не знаю почему, но это плохо, потому что на самом деле для общества это намного лучше, когда мужики ценятся.
Потому что когда женщина в восторге от мужчины, она прикрепляется к нему и начинается вот семья и брак и все это. А когда женщина на подиуме, она остается одной и в 40 лет начинается покупать кошек и вино в коробках. Наша тема – это вопросы мне, кроме вопросов о личной жизни. Задает мне вопрос, какая у вас личная жизнь? Нету. Ее не существует. Поэтому нечего сказать. Я могу рассказать по поводу своих детей. Есть дочь, ей 13. Они занимаются танцами очень сильно. У него хорошо получается в школе. Сын играет в клубной лиге по сокерному футболу в Москве. И у него очень хорошие результаты. И немножко играет в бесконтактный американский футбол, слава богу, чтобы я был хоть полезен. С траектории США я ожидаю в том, что такие тенденции, как органы опеки стараются отнимать всех детей, я в курсе этого. Это просто более-менее, какой наступит мой судный день. И судный день пришел, был звонок от директора, что типа, почему вы, ваша дочь не присутствовала сегодня в школе? И ответ был, она была стоматолога, и ответ тогда от директора был, это не считается, ей надо быть в школе, не зависит от зубов или прочее. Или в следующий раз я позвоню в органы опеки и отнимут. Это очень американский менталитет, что надо быть на работе, надо быть в школе, надо. Доучились и уехали насовсем. Они не живут в гетто, я жил в гетто. Их мнение по поводу США, которого я никогда не забуду, я забыл, какие конкретные слова, но я спросил них, что они думают по поводу США и России. И ответ был, в США все люди, страна слегка богаче. И это тоже показывает, насколько Россия изменилась. Никто в 92 году из детей не ответил бы очень положительный признак для России. Или отрицательный признак для США. Есть очень большие достижения транспорта. МЦК, это было, по-моему, первое супер достижение Москвы. Это было прекрасно. Это делало многим людям намного проще. Теперь БКЛ. Сегодня мы проедем 5 самых знаковых классических станций московского метро. Комсомольская большая, мощная и золотая. Эта станция одна из моих любимых, ведь она показывает мощь и богатство России. Похоже, архитектор вдохновился речью Сталина времен Второй мировой, в которой он вспоминал о великих героях прошлого. Раньше были какие-то мертвые зоны Москвы. В целом, в Москве, внутри МКАДа, нет мертвых зон больше. Поэтому это мега достижение. Или недавно я был на поезде Серпухов-Истра. Один поезд. Эмигрировать в Россию для западного человека, опять, без что-то специального, волшебного, практически невозможно. Самый большой барьер для миграции для иностранцев – это миграционная квота. Просто сюда приезжают на туристических визах и стараются постоянно подать на эту миграционную квоту в надежду получения. Но есть, конечно, люди, которые я знал по факту, что он 17 раз попробовал попасть в квоту и только, по-моему, 18 раз получился. Поэтому любовь к России. И поэтому я хотел создать проект, где это будет хайповый проект. Люди будут начинать жить на каком-то американской деревне где-то в Московской области и при этом договариваться с губернатором, чтобы они получили место тогда автоматически в этой миграционной квоте. Что человек купит дом, это тоже нужно место регистрации, потому что это тоже очень тяжело иметь прописку, когда вы западный иностранец. Многие придумывают по этому проекту. Там нет никаких правительственных денег. Никто ничего в дар. Поэтому я старался и стараюсь делать этот проект снизу вверх, без денег. И поэтому все медленно и этапно и так далее. Мы выпустили возможность купить некую землю и построить дома около Истры недавно. Посмотрим, кто на самом деле купит, не купит. Но мы все равно ищем возможности реализовать этот проект подешевле. Мы раньше это больше звали политкорректностью на русском, теперь вокизм.
где, короче, вот этот менталитет, что меньшинства, они боги, что трансвестит, это что-то святое, среднестатистический белокожий русский, американский мужик, кто работает на заводе, полное дерьмо, и он должен быть уничтожен, потому что он расист. Все вот этот абстрактный идиотизм там реально кусается. Это еще причина, почему я уехал, потому что я из негрских краев, я это почувствовал в 90-е. И когда ты уже ощущаешь, что это везде вокруг, хочется уехать. Поэтому да. И, конечно, для людей, которые имеют детей, это ювенальная юстиция и ЛГБТ, и всякое в школе. Это очень страшная тема, и люди хотят сюда эмигрировать. По поводу того, как русские относятся ко мне, потому что я живое зеркало. Я отображаю США, да? И это отображение меняется сильно. 15 или сколько-то лет назад это было, они увидели зеркало, и они разговаривали с человеком из рая. Небесный, практически как ангел. Расскажите мне, как там быть в раю, как все там прекрасно. Расскажите мне, как я могу эмигрировать. А теперь это более-менее наоборот. Теперь это какая-то вот... Люди вообще не особо не разговаривают со мной, когда у меня есть акцент. Я сам себя называю гибридом, потому что у нас в Америке я считаю, что это логично, а у нас в России тоже логично. Если бы я не любил, не надо было столько разбираться с миграционными вопросами. Любой человек, кто пройдет миграционный процесс с самого момента виз до гражданства, он любит Россию. Поверьте, это проверенный факт. Вот эта тирания, которую США ведет в внешней политике, потому что каждый человек там делает то, что написано на бумаге. Любит правила до абсурда. Все должно быть в правилах. Везде правила. Все, что написано на какой-то бумажке, это Божья истина. И русские это очень тяжело этого понимать. Русский народ без москвичей это очень воинственный народ. И это то, что мне больше всего нравится. Что слово не туда, люди более-менее говорят как есть. Это сильно в отличие от Запада. Люди в России говорят именно, что они думают и как они думают, вопреки всего. Сейчас очень важная задача у России. Перекладываем эту воинственность в СМИ, в то, что организовывает общество. Мы даже не особо не признаем, что нам надо воевать тут тоже. Если нужны будут 40-летние мужики с артрозом, то я там дохну за родину. Я готов. Добро пожаловать в гости к самому русскому американцу на зимние шашлыки. Считайте это барбекю по-русски. Чтобы было вкусно, я замешал несколько ингредиентов и поставил их мариноваться на ночь. Если верить парням, которые торгуют шашлыком в Кузьминском парке, все, что нужно, это куриная грудка, майонез, в конце концов, это же Россия, томатная паста, лук, чесночный порошок, укроп или петрушка, или и то, и другое. Для этого не требуется ни ума, ни таланта. Всегда раздражает, что постоянно приходится пользоваться шампурами. Ненавижу шампуры, но я пытаюсь делать так, как это делают русские. Хотя, конечно, стоило бы и воспользоваться решеткой. С шампурами гораздо сложнее, но именно это мы и сделаем. Потому что именно так готовят шашлык в России. Вышло лучше, чем я ожидал. Самый, как сказать, признак адаптации иностранца. Первый раз, когда я сел под шубой, это было отвратительно и непонятно, а теперь я это сам хочу. Холодец ужасный, был ужасный, будет ужасным. Да, окрошка норм, но я предпочитаю на квасе. Я варил столько пельменей в своей жизни, что немножко вот пельмени и борщ надоели. Потому что с детьми это все пельмени и борщ. Тим, какой вид спорта ты любишь? По-моему, тут есть ответ на ваш вопрос. Американский футбол — это было все мое детство. И только узнал 4 года назад, что такое есть и в России. И даже очень развито.
И даже настолько развито, что я один из бюрократов лиги, поэтому я тоже стараюсь развивать этот вид спорта в России, потому что, как мы говорим внутри лиги, это самый русский вид спорта, потому что это объединяет стенка на стенку, шахматы и, как сказать, настоящая битва. Моя самая мечта с детства – это было играть в американский футбол на большом уровне. И в 38 лет это случилось в России. Я в резерве московских спартанцев. Я играю в американский футбол, в суперлиге. Американский футбол, я считаю, это будущее России. Это самый русский вид спорта. Я мог бы делать добро в любой точке России. В любую область, где хотели бы интересного, некоррупционного, коррупционерского губернатора, я готов. Россия, я люблю тебя.